Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность всегда отличается, и у каждого своя жизненная история. Но я так надеюсь, что подсказки вашей интуиции помогут вам какой-то либо пазл словно сложить, либо какое-то свое решение просчитать, может быть, на пару шагов вперед. Словом, какой-то инсайт будет. И эта неделя для нас очень знаменательна тем, что помимо 5 ретроградных планет, у нас Меркурий присоединится к 4 планетам, к Венере, Сатурну, Нептуну и Плутону с 23 августа как раз. И попутно напомню о том, что могут быть сбои как в платежных системах, могут быть информационные непонятности какие-то, поэтому по ссылкам не переходим, но и где-то фильтруем все, что слышим. С другой стороны, Нептун уходит в ретро-движение, и Нептун, когда в прямом движении, это, знаете, тысячи неопределенностей, какой-то туман, что-то такое вот за гранью понимания нашего. А здесь, когда в ретро, как раз все встает на свои места. И то, что было со знаком вопросом или на уровне наших предчувствий, как раз может проясниться более какие-то конкретные рациональные формы. С другой стороны, до 25 числа трин Венеры к Хирону. И это образ израненного целителя. Это где-то могучий и благородный кентавр, который нам словно, ну так, аллегорически говоря, приходит на помощь залечить какие-то душевные раны или как исцеление сердца, раны прошлых отношений. Хотя может проиграться какой-то вопрос, как урок с деньгами, но в целом услышать желание своего сердца, наверное, вот в эту неделю для нас будет важно. Куда же я иду? Чего же в итоге я хочу добиться? И причем сделать это без надрыва, какой-то вопрос решить. Или для себя самого прояснить какую-то ситуацию. Не та, которая какому-то, знаете, бытовому решению, а что-то такое более важное на долгосрочную перспективу. Из возвышенного, скажем так. Что важно знать или как видят карты на эту неделю для вашего знака зодиака, что будет в приоритете? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что от меня скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Как у нас по финансам? И в личной жизни, что важно знать, какова неделя, мои дорогие козероги. Где-то ваша карта король пентаклей, все рассчитано, подсчитано, я знаю, чем мне нужно заниматься, чем мне не нужно заниматься. Карта может говорить о том, что продуктивно, в принципе, пройдет неделя, как и по финансам, как и по решению разных самых вопросов, начиная от бытовых, может быть, как что-то вы дома будете улучшать или делать жилище комфортным, у кого-то будут и такие задумки, до построения карьеры. Карта отчасти говорит о том, что мы можем и поменять статус. Вообще нам все по силам. Вообще где-то все идет так, как вы планируете. И вы правильно планируете, и все у вас под контролем. И деньги как будто есть, да и вообще сбалансированность всех, наверное, сфер нашей жизни по этой карте. Чего не избежать? Знаете, карта башня, старший аркан, перемены сами по себе, может быть, вы уже и чувствуете, что да, что-то меняется в пространстве. По этой карте возможны такие изменения, которых мы не отменим. Это может быть, как и обстоятельства, увы, непреодолимой силы вокруг нас, и тогда нужно правильно будет оценить обстановку. Это может и свидетельствовать в более таком мелком масштабе, когда, предположим, меняется руководство на вашей работе или поменялись какие-то законы, меняются какие-то условия, словно правила игры меняются, мои дорогие козероги, и нам придется измениться тоже. Об этом говорит карта. Но все же аллегория башни имеется в виду тюрьма, то есть зона каких-то ограничений, к которым мы уже привыкли.
Нам казалось, может быть, это наша цитадель, а здесь вот эти самые перемены, когда мы можем чувствовать себя отчасти в невесомости. То есть пусть нам говорят, раньше это была тюрьма, но это были какие-то стены, за которые мы могли подержаться, а теперь это словно рушится. И на первом этапе нам может показаться, что я не знаю, как мне действовать. Но часто эта карта проигрывается, знаете, когда, предположим, были либо законы, либо подзаконные акты, либо какие-то, превратности, преграды, мы не могли что-то осуществить. А теперь происходит изменение, и для нас словно зеленый свет, для нас открытый путь. Потому что именно происходят перемены вокруг нас. Но у вас сильная позиция с учетом вашей карты, когда вы все контролируете. И как раз то, что для кого-то может быть со знаком минус, для вас, мои дорогие козероги, может быть со знаком плюс. Будьте внимательны. Тут правда, даже если словно... не побоюсь сказать слово, допустим, вы находитесь в коллективе, правда, происходят перемены, и это затрагивает всех абсолютно сотрудников. И у всех может быть даже паника, как это вот так, и у меня тут был какой-то шаблон уже намеченный, я знал, рассчитал, просчитала, как я буду действовать, а тут, получается, все мои планы рушатся. Так вот, для вас словно открывается фарватер для движения, для построения карьеры и для каких-то еще и заработков. Это я один пример привела, а ведь это может касаться любой сферы вашей жизни. То есть там, где для кого-то камни с неба, ваша задача увидеть новые возможности. Вот они так, как к вам приходят. Может быть, совсем не тем путем, как вы этого могли предполагать. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Нам может помешать, если мы что-то отложим на потом. Или скажем себе, это не теперь будет решаться, а это может быть там лет через 5. Или я подумаю завтра. Или нам может помешать, если мы где-то, в какую-то экзальтацию уйдем. Или начнем какие-то рассуждения, что это возможно через какой-то длительный период. То есть мы словно можем ошибиться в расстоянии, как по времени, так и по какой-то дистанции. Все будет намного ближе и реальнее на этой неделе, чем как нам может показаться. Будьте внимательны. Не время где-то и замечтаться будет тоже. Что-то очень важное будет стоять на повестке дня в течение недели. Может быть, один какой-то конкретный вопрос, который я как будто начал решать, и его словно, знаете, так вот надо довести будет до конца. Или, по крайней мере, до какой-то логической цепочки развития событий, когда для нас уже будет, по крайней мере, понятно, куда направляемся, да, или что-то прояснится. Где-то не застрять в своих глубоких размышлениях, или, я бы сказала, больше, наверное, с позиции фантазии, хотя фантазировать тоже будет правильно, но, видимо, не в эту неделю. Карта башни нам всегда говорит: держи руку на пульсе, умей увидеть что-то по факту. И по факту, повторюсь, по времени не просчитаться, не думать, что это будет когда-то потом, а тут как будто время как уплотняется, словно преломляется какая-то реальность для вас, мои дорогие козероги, и действительно для кого может быть такое чувство, что что-то рушится, а для вас это просто зеленый свет, какой-то открытый путь, какие-то новые возможности, совершенно каким-то иррациональным способом, путем. Что нам будет помогать? Нам будет помогать, это у нас выпадает 7 жезлов, когда буквально мы не участвуем в каком-то соревновании, когда даже если нас провоцируют на конфликт, мы на него не идем, когда нас будут где-то склонять, чтобы мы оказали кому-то помощь, а мы все же остаемся на своей волне, потому что по 7 жезлов, да, нам говорят, что если время или ситуация требует того, мы можем парировать и отстаивать свою точку зрения. Но целесообразность, нам говорят, в первую очередь. И по карте идет совет: держи позицию стороннего наблюдателя. Наблюдай за тем, что говорят люди, что они делают, кому что более выгодно, интересно. Видимо, пока мы вот так
отстраненно, по-философски, быстро не сможем оценить ситуацию, мы и не увидим свои, может быть, и перспективы. Не быть, видимо, знаете, не думать, как думают все. Вот для вас это тоже будет важно. Для вас это будет помогать. Где-то быть немножко на своей волне, мои дорогие козероги, это тоже для нас в плюс. И буквально не участвовать в каких-то разбирательствах или кому-то что-то доказывать. Или, к примеру, на нас ведь тоже могут воздействовать по семерке жезлов, говоря, что прими мою, допустим, точку зрения или поддержи меня. Причем могут обратиться разные персоны. А тут больше вы сами в центре внимания и ваши какие-то возможности. Как будто не нужно Козерогу сейчас быть втянутым в какое-то дело, спор или в какое-то противостояние. Вот этому, ну, наверное, сейчас не будет время. Нам больше поможет, ну, где-то подсказки, как наша интуиция и именно ваше видение, как нужно действовать. Что скрыто, давайте узнаем. Но дабы не попасть в какую-то, ну, ситуацию по аркану повешенного, это ведь у нас проигрывается карта жертвы. Вот такое значение помимо всех остальных тоже есть. Значит, мы не должны ввязаться, буквально, может быть, для кого-то важно услышать, ввязаться в какой-то спор или конфликт, а потом все увильнут красиво, а останется Козерог и будет расхлебывать какую-то ситуацию и выходить героически из какого-то периода ограничений или вот из этого подвешенного состояния. То есть буквально для нас увидеть новые возможности и что-то предотвратить, чтобы не быть куда-то втянутым или не оказаться в каком-то тупике. Может быть, не, знаете, не согласиться на что-то, что в последующем тоже может означать для вас какой-то период ограничений, не взять на себя каких-то больших обязательств или быть аккуратным вообще к тому, что вы говорите. Кто знает, может быть, в последующем вы столкнуться можете по семерке жезлов с теми людьми, которые словно нас... Ну, есть такая фраза «поймать за язык», да? Вот мы фразу произнесли, и мы, может быть, думали что-то совершенно другое. А может быть, слова как бы могут быть неправильно истолкованы, а потом нам будут, это как флаг какой-то перед носом крутить, извините за выражение, правда. Вот такое может быть, и в нашей жизни, увы, такое часто бывает. Так вот это мы тоже должны как будто предугадать. Видимо, у каждого какие-то будут свои, знаете, меркантильные интересы, мои дорогие козероги, и поэтому не попасть в какую-то позицию, когда мы не сможем что-то изменить, а наоборот, оставаться более ресурсным, когда вы управляете ситуацией, а не она вами. Вот это будет на неделе важно. Хотя для кого-то из вас эта карта может означать как раз, что что-то меняется, и то, что если прежде было вот в какой-то паузе, вы словно благодаря вот этой башне, каким-то переменам, когда рушатся преграды, мы переворачиваем, и тогда у нас человек, словно, обратите внимание, танцует. Решите какой-то вопрос, словно гештальт какой-то закроете. У кого-то проиграется, и так тоже. Дела, работа, бизнес. Ну что сказать? Придется быть великим манипулятором, как ты ни крути. И по части этой карты как раз молодой человек, словно льва, заставляет палкой подчиниться. Лев – это аллегория нашего эго. Мы не должны пойти в разнос, нас не должны вывести на какую-то эмоцию, с нас не должны словно взять слово обещание. Вот правда, будьте вы манипулятором, но в первую очередь подразумевается, что мы не транслируем, что мы хотим в конечном итоге осуществить. Мы не рассказываем никому о своих далеко идущих планах. И это для нас дает позицию неуязвимости и умение просчитать что-то на несколько шагов вперед, правильно оценить какую-то обстановку. Все в вашей власти, в ваших силах. И как вы захотите, от правильного, может быть, просчета. Или отчасти все-таки помощи вашей интуиции. Предполагается по карте сила, интуиция. И, что немаловажно, быть дипломатом. Потому что транслируем мы как раз какую-то форму больше дружелюбия, диалоговую форму, нежели мы тут настаиваем на чем-то своем. Вот настаивать категорически нельзя. Обе карты, как и старший аркан силы об этом говорит,
смерть эго буквально. И, кстати, по всем планетарным событиям трин Венеры к Хирону тоже имеет в значении смерть нашего эго, когда нам это просто помешает. Да и здесь-то тоже в позиции, когда мы не участвуем в каком-то соревновании, нам это помогает. Вам карты об этом говорят дважды. Финансы. Деньги не тратим, но как раз какие-то возможности, причем совершенно такие альтернативные, могут для нас открыться. Вообще, в принципе, если мы говорим про деньги, как будто 2 пентакля нам будет достаточно, потому что может быть много других вопросов, которые не будут каким-то образом соприкасаться через финансовую составляющую. Здесь словно будет больше важно быть, знаете, легким на подъем, куда-то быстро отправиться или быстро сориентироваться по обстановке, решить какой-то вопрос. И нам говорят, не бойся этой какой-то, ну, может быть, недели, которая с быстрой сменой событий или информации будет проходить. Здесь как раз про взаимодействовать или быть открытым новым каким-то как событиям, новостям, открытому миру, больше какой-то динамики себе позволить. Может быть, попробовать себя вообще в каком-то новом деле, когда мы не считаем профессионалом себя, а у нас получится лучше, чем у профи. И карта еще имеет такое значение, ничто так не постоянно, как перемены, и поэтому это вторично, деньги мы не тратим, но деньги как будто будут. Больше всего на самосохранение и на продвижение самого себя вот такая неделя. И как бы сил у нас достаточно, так еще и обстоятельства. Посмотрите, как легли 2 аркана, вроде бы башня, а в ваших силах управлять любой ситуацией. Личная жизнь. Ну, видимо, перевести как минимум дух, да, чтобы сделать перезагрузку или уделить внимание отдыху. Об этом нам говорит карта. Будет очень важно, чтобы какую-то ошибку не совершить. И еще нам карта дополняет, если я сказала про 7 жезлов, что мы не ввязываемся в конфликт. Здесь мы про эго, да, как будто его так немножко прессуем, собственное эго, чтобы никто не узнал истинных наших намерений, не без этого. И вот 4 мечей, она говорит, мы складываем оружие. Ну точно, не время как будто идти в разнос, не время кому-то что-то доказывать, не время афишировать свои далеко идущие планы, не время вступать в какой-то спор, так и не время кого-то поддерживать в споре. Время отдохнуть будет. Всего ведь это 7 дней, не такой большой период, и для отдыха абсолютно необходим, как будто он вам будет для того, чтобы привести мысли в порядок. Вот это значение тоже идет по карте, и поэтому не совсем нам тут про любовь, и я бы сказала, ни одной карты нет про любовь. Поэтому я так думаю, мои дорогие козероги, у кого какая ситуация на предыдущей неделе где-то сложилась, видимо, и здесь не будет большой динамики. Динамика может быть где-то с личной жизнью, может, все же у нас выпадает ваша карта, но, видимо, это будет больше к осуществлению тех планов, которые вы себе уже где-то планировали. И здесь через новые возможности что-то для вас может открыться. Но я не могу сказать, что какая-то новая история любви прогнозируется по этим картам. Вот это правда. А в целом, видимо, больше карты нам говорят о том, чтобы мы сумели правильно распределить свои собственные силы. И отдых для нас будет очень важным на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.